Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Что нового на сайте ваших недоброжелателей? Сплетни о вас. Кто эти сплетни распространяет? И, собственно, о чем эти сплетни? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Клетка, ограничения какие-то, ощущение несвободы. Сейчас будем уточнять, какая вы. Так. Так, клетка, ограничения, это о чем? Вот, ничего себе, смотрите, черная кошка с этой стороны, черная кошка тут выходит с другой колоды. Знаете, как будто бы вы сталкиваетесь сейчас в своей жизни с какими-то трудностями, череда препятствий, трудностей. Тут карта невозможно, невозможно, может быть, пока их преодолеть, даже как бы вы не хотели, знаете, иногда обстоятельства выше нас. Хотя я всегда повторяю, мы творцы собственного счастья, каждый из нас. Но тут вроде бы как бы вы присматриваетесь, пытаетесь анализировать. Почему сейчас вот нет, скажем так, то ли состояние покоя, комфорта, то ли не можете прийти к какому-то результату, по крайней мере, то, о чем вы мечтаете, пока вы не можете как это воплотить как-то. У кого-то сейчас вообще прям такая какая-то ситуация, вот прям высшими силами, она, можно сказать, там сейчас послана вам. Даже вот эти препятствия, они созданы для того, чтобы, может быть, вы на себя со стороны посмотрели лишний раз и до конца определились, чего вы хотите. Не буду говорить, что тут должна произойти переоценка ценностей. Тут, скорее всего, вы должны... Тут, видите, дуальность. У каждого из нас есть темная и светлая сторона. Скорее всего, вы должны себя лучше узнать. Вплоть до того, чтобы, может быть, даже шире как-то посмотреть на себя, на ситуацию, в которую вы попали. Может быть, вас подталкивают к тому, чтобы вы, опять-таки, поставили перед собой совершенно другие, иные, может, более грандиозные какие-то планы на себя, цели перед собой. Мечта мечтой, цели целями, но при этом жизнь уже не стоит на месте. Вокруг вас тоже все меняется, видоизменяется. Может быть, уже, скажем так, Вселенная вас подталкивает к тому, что посмотри на себя внимательно. Может, нужно как-то в другую сторону более какие-то грандиозные, правда, какие-то шаги делать. И реализовывать себя как-то в другом, может быть, в чем-то. Ни в коем случае не занижать планочку, может быть, наоборот. Присмотрись. Тут как будто бы даже вот эти вот какие-то препятствия на вашем пути, может быть, сразу вы так это воспринимаете, как какие-то ограничения. Прям, может быть, у вас даже руки у кого-то опускаются, вы говорите, боже мой, да я ж столько сил прикладываю, да почему же оно мне не получается и не получается. А вот прям мне вот это вот все... Вот эти вот карты говорят о том, что это как замысел высших сил, для того, чтобы, может быть, вы посмотрели на эту ситуацию, и для вас четко, ясно стало понятно, что это не моя точка, знаете, как это, уж не знаю, как это, вот есть финишная точка, да, есть максимум какой-то. Может быть, вас подталкивает, потому что говорят, вот тот, который максимум вы себе там напридумывали, вот вы придете к этой мечте, к реализации, все, и замечательно. А вам говорят, это всего лишь точка отсчета. У кого-то прям так, девочки. И вам не дают то, о чем вы мечтали длительное время, потому что вы уже переросли свою мечту, вы уже переросли даже то окружение, в котором вы находитесь. Вот тут у кого-то прям так, девочки.
Так. Ну да, вот смотрите, это какой-то замысел, правда, высших сил. Карта мастерства. Это история о том, что вам нужно развивать свое мастерство, заниматься его гранкой. Может быть, получить еще какую-то информацию, где-то доучиться, добрать этих знаний, может быть, от людей, которые, ну, более там опытные, вплоть до того, что максимум сейчас усилий приложить для ну, своего мастерства. Для того, чтобы, может быть, стать этой докой, да, в каком-то своем деле, дабы занять ту самую какую-то нишу. Ну вот тут как-то так, девочки. Так, в чем еще? В чем это еще? Карта род, семья, мастерство. Ну, опять-таки, вот вышла карта мастера. Перед этим карта род, семья. У многих много времени, энергии, сил было потрачено в свое время для того, чтобы, может быть хорошей мамочкой, женой, заботливой, внимательной. Вот эта карта тоже, это посланник высших сил. Это характеризует вас как женщину добрую, которая всегда придет на помощь не только своим близким, родным, но и там окружению. Ну, вот тут вот, смотрите, поверх этой карты род, семья ложится карта мастер. Это опять-таки подсказочка для вас, для того, чтобы пришло время для собственной какой-то реализации, воплощения собственных каких-то исключительно ваших там мечтаний. Ну, все мы приходим в мир одни и уходим так же в одиночестве. Это к тому, что пришло время вас именно самой, вам самой развиться как, вот, как личность в полной мере. Тут как-то так, девочки. Ну, не буду говорить, что в полной мере вы уже, знаете, реализовались как мамочка, как заботливая жена. Но почему-то вам говорят, что ты на это уже очень много сил, энергии потратила. Пора подумать о себе, лично, конкретно о себе. Так, сейчас еще спрошу, дуальность о чем это? Угу. Интересная история. Дуальность. У каждого из нас есть, ну, темная, светлая сторона, две стороны. Почему-то мне тут показана какая-то история. Смотрите, эрос, то есть сексуальная связь, яркая, плюс чувства, эмоции сюда по воде доступно. Как будто бы у вас какой-то был период в жизни, где эти страсти кипели, где, ну, тут не просто страсти, тут любовь, я думаю, у вас эмоции. Все, как будто бы все об этом, о любви неземной, тут какие-то страсти, сексуальные привязанности, сексуальные, я не знаю, как это, притяжение. Потом тут карта дом и карта гора, трудности. То есть кто-то хотел создать прочные, серьезные отношения, не просто сексуальную связь, а отношения, которые бы были, ну, более серьезные, более стабильные. Тут именно с построением этого дома, семьи, карта гора, трудности возникли. Вы, может быть, почувствовали себя по карте паутина. Смотрите, женщина как в паутине страстей каких-то запуталась. Это все, как будто бы это уже все прожили вы. Дальше идет как охлаждение, ну, назовем это так, женщина, охлаждение и карта удача. Как будто бы вот вы считали, что все оно может получиться, сложиться, случиться, все хорошо. Ну, охлаждение и удача — это история о том, что вот как будто бы у вас как из-под носа забрали эту самую удачу. Эта любовная история почему-то она не сложилась, у каждого свое. При этом карта воительница из вот этой вот какой-то женщины чувственной по эмоциям, там какие-то чувства вас накрывали, чувственной, эмоциональной, настолько какой-то, может быть, ну, даже увлеченной, вот именно в любовной, ну, какой-то романтичной даже, да, вы превратились в карта воительница. Ничего плохого в этой карте нет, просто это же женщина, которая научилась свои эмоции держать под контролем. В первую очередь анализирует все с мечом, то есть рамки, границы выстроены. Ваша трансформация. Вы превратились в такую женщину. При этом карта Касата говорит о том, что это все равно как будто остается в прошлом. Сейчас на первое место выходит карта работа.
Ну, работа в первую очередь над собой, наверное. Работа это в плане, может быть, ваша реализация. Опять все сюда. Это о том, что вот эта дуальность, о том, что на самом деле у вас, как и в каждой из нас, и у меня, в каждой из нас это есть, да, сторона это чувственная, нежная, где-то ранимая, где-то романтичная натура. Но говорят, сейчас у вас какой-то такой период, где нужно, опять-таки, делаю акцент, нужно больше позаботиться о себе, своем будущем, поработать над своим профессионализмом. Вот так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, сплетни о вас. Кто сплетничает о вас? Да, кто распространяет эти сплетни? О чем, собственно, эти сплетни? Кто сплетни распространяет? О чем эти сплетни? Кто сплетни распространяет? И о чем эти сплетни? Начинаем. Ну, подождите, еще хотела, да, вот, из этой колоды взять. Кто сплетни распространяет? И о чем эти сплетни? Конкретно о вас сейчас. Тогда, когда вы открыли этот расклад, тогда это актуально. Кто этот сплетник? Угу. Хамелеон. Хамелеон в депрессии, да? И в отшельничестве. Так. Змея, штурвал. Так, все-таки не до конца ясно, это мужчина или женщина. Сейчас я уточню. Так, это мужчина или женщина, тот, кто распускает сплетни о вас. Дьявол. Дьявол, который работает с утра до вечера, да? Монотонный труд какой-то. Королева Пентаклей, женщина. Смотрите, сейчас о вас распространяет сплетни. Королева Пентаклей, женщина, великая вероятность, замужем, материально ориентированная. Для нее на первом месте, на самом деле, ее стабильность материальная. Она очень много работает с утра до вечера. Один и тот же какой-то монотонный труд. Зарабатывает деньги. Дьявол, любого рода зависимости. Женщина подвержена по дьяволу. Тут и многоходовочки, и те же самые сплетни, те же самые какие-то заговоры. Давайте я спрошу, все-таки дьявол это о чем? Ну, характеристика на нее, честно говоря, по дьяволу, это ничего особо хорошего. Это женщина, которая ради достижения собственных каких-то поставленных целей пойдет по трупам, по головам. Дьявол на эту женщину, это о чем? Урожай, метла, сплетни, мечта, черная кошка. Ну вот смотрите, характеристика по дьяволу о чем это? Это о том, что я говорила, что ради поставленных каких-то целей, ради урожая в данном случае. Урожай это то, о чем она там себе намечтала, то, что она хотела бы получить. Это женщина в темную, то есть черная кошка. Черная кошка, мечта и сплетни. У нее есть какая-то мечта. Мечта собрать этот заветный урожай. Ради этого она готова, оставаясь в тени при этом, черная кошка. То есть стравливая людей, ну, там, не знаю, своих конкурентов, то ли в принципе окружение свое стравливая, натравливая друг на друга. По карте метла, используя те самые сплетни, это то, что мы сейчас смотрим. Вот она и достигает поставленных целей такими методами. Вот по дьяволу. Ну, думаю, она очень искушенная в этом плане. Так, вот эта вот женщина. Давайте я еще спрошу, что вас с ней связывает, потому что, да, чтобы хоть чуть-чуть вам было понятнее, кто это.
Что вас с этой женщиной связывает? Что она следит за вами? Так, тяжелая ноша. Что? Это с ее стороны. Вот тут как-то так интересно, она все равно старается в тени находиться. Карта замок она скрывает. Где-то по карте воровство хотела свои, понятно, преследовать цели, может быть, от вас что-то получить, заполучить. Постоянно наблюдает за вами. Тяжелая ноша. При этом ей тяжело, как-то, знаете, с одной стороны тяжело наблюдать, может информацию у вас даже какую-то получать, а с другой стороны ей эмоционально почему-то тяжело. Почему ей тяжело? Что урожай? Ну, тут как будто бы, вот мне так идет, как будто бы ей бы очень хотелось на свою сторону привлечь каких-то, ну, знаете, как это, соратников, да, которые бы были, ну, против вас настроены. А вот мне такое ощущение, как будто бы по карте справедливость люди, ну, мало кто становится именно, знаете, так, на ее сторону, когда вот конкретно вас касается. Почему-то тут карта справедливость, как будто бы ради справедливости даже мало людей, которых она могла бы, опять-таки, знаете, как натравить на вас. И тут даже как будто бы тут какие-то такие нюансы. Она бы как-то хитростью, даже не то, что там в открытую, она их переманивает и как-то пытается против вас вот настроить. Вот как-то такими какими-то такими путями, ходами, многоходовочками к этому стремиться. Но тут вот не совсем получается это. Интересно. Так, это скорее рабочие отношения. Ваша карта. И что? Что ваше доступно? Вы доступны? Карта гроб. А, смотрите, тут у кого-то, я спрашивала, рабочие отношения. Вышла ваша карта, доступна. Сейчас карта гроб. Раньше, может быть, вы пересекались больше, общались. Сейчас по карте гроб, как будто бы, то есть вы недоступны сейчас для нее. Но это ли какие-то бывшие коллеги по работе, или вас что-то могло быть в прошлом вот как связывать? А сейчас это как вот вы, может быть, сами эту ниточку отрезали и сейчас особо недоступны для этой женщины. Ну, так, мне... Так, какая еще она? Показана женщина, которая научилась свои эмоции. Тут не то, что там, знаете, как контролировать, замораживать. Вот сердечко свое заморозила. Для чего? Для того, чтобы по карте хамелеон проще приспосабливаться к миру, в котором она живет, к тем людям, которые ее окружают. Вот так вот мне идет. На самом деле скрывает от всех карта депрессия и уединение, и змея. Тут как будто бы у нее есть ощущение того, что рядом очень мало настоящих друзей, настоящих соратников. Скорее всего, она может найти в моменте так называемых, знаете, типа друзей по несчастью, да, вот когда находятся люди, которые сами друг с другом, у них мало что, как это сказать, роднит, мало что связывает. И лишь наличие общего друга в моменте их может как бы расположить друг к другу. Вот, скорее всего, у нее ощущение такое, что она по карте хамелеон, она в моменте вот таких вот выискивает союзников против там очередного какого-то то ли врага, то ли соперника. Но не факт, что через неделю эти же типа союзники, они не станут врагами. Вот тут какой-то такой вот момент есть. Она чувствует себя уединение, одиночкой, ну, вообще очень одинокой. Карта депрессии от этого. Карта змея еще об этом, о том, что на самом деле она не глупая, да, змея это вообще как мудрая, но при этом ее очень многие воспринимают такой, какая она есть на самом деле, девочки. Где-то лживой, хитрой, изворотливой, подлой. Женщина, которая ради своих поставленных, повторюсь, целей в моменте может тут причинить очень много вреда, боли, ну, людям. Подпишись на канал и поставь лайк. Тут, знаете, какой-то такой типаж. Женщина, которая, ну, про правду пойдет. Какие тут против, я не знаю, и друзей, и против кого хочешь, если ей это будет сулить какие-то там деньги, не знаю, бонусы. Карта штурвал, карта развал. Как будто бы эта женщина может показывать внешне там
то, что у нее все хорошо. Карта штурвала, она держится за этот штурвал, управляет своей судьбой. На самом деле карта развал. В ее жизни сейчас проходит вот такой вот, как развал. Даже где-то она думает, что тут чуть ли не как, знаете, как мистический какой-то подтекст. Это карта магическая, с магической колоды. Видите, тут одна половина, ну, лица мужчины, красивое лицо, тут как проходит, как штукатурка сыпется, разваливается все. У меня такое ощущение, в этой женщины, в ее жизни есть фасад, вот, который она может демонстрировать, этот штурвал сюда же, как будто бы она управляет судьбой. На самом деле мало кому это известно, но мне кажется, это уже становится многим известно, потому что в ее жизни вот это все сыпется. Как будто бы, знаете, на публику одно, на самом деле ситуация печальная. Карта, слон, крысы, страх. Очень много у этой женщины страхов по поводу того, что, допустим, если в ее жизни там какая-то стабильность была по карте слон, мало того, если был еще защитник, там, поддержка, опора, если это мужчина какой-то, может, и покровитель, то есть очень много страха по поводу того, что с этим мужчиной тоже все очень-очень все непросто. Карта крысы — это подлость, предательство. Может быть, вскрылись с его стороны, может, с ее стороны. Но в любом случае, как будто этой опоры уже нет. Или не, она вообще не в том, опора, поддержка вообще не в том объеме, не все совсем не так, как раньше. Так, это у нее страхи по поводу того, что она теряет эту опору и поддержку. Удачу. Удача, жадность, мост. Ну да, как будто бы она к этому точно не была готова. Это она воспринимала там, допустим, наличие кого-то, ну, покровитель, мужчина какой-то, да, муж может ее, ну, тут кто станет на защиту, на ее удача, да, при этом карта жадность, может быть, даже женщина нещадно эксплуатировала это все. Где-то, знаете, как понесло ее, могла ощутить, как корона на голове. Какую-то свою, может быть, ну, знаете, как выражение такой же, организм, берега попутала, да, может быть, даже настолько она считала себя неуязвимой, как говорится, Бога за бороду схватила. Карта мост, как будто бы строила планы тут такие. При этом, делая акцент, все-таки, ну, понятно, ее хотелки и желания, но тут она руководствовалась тем, что на ее защиту станут всегда, поддержат. А тут почему-то у нее разбитое сердце, разбитые мечты, разбитые иллюзии. И карта подарок, тут как будто бы она готовилась к одному, а видите, вот вместо этого подарка, такого перевязанного ленточкой, выпрыгивает отсюда злобный клоун, то есть форс-мажор. Пошло все не так. Ну, отчасти она сама к этому приложила руку. Давайте теперь посмотрим, что именно, какие именно сплетни распространяет эта женщина о вас. Так, почему-то такие странные карты. Тут ваша карта, карта вопрошающей, да? И карта жертва. Интересно. Тут история о том, что вы как будто бы сами сознательно, тут видите, эта женщина стоит и держит в руках это сердце. Карта страшна на самом деле. И женщина, если приглядеться, тут половина, левая половина ее тела, естественно, платье, все пропитано кровью. Она сама сознательно вырезала это сердце. Почему-то тут такой интересный подтекст, как будто бы вы сами сознательно пошли на какую-то жертву. Уж не знаю. Давайте я уточню. Сплетни о чем? Это вы сами пошли на какую-то жертву.
чем это? Свои какие-то мечты. И что? Ой, девочки, не знаю. Тут какая-то такая странная история, как будто бы она может рассказывать. Я все-таки думала, это как-то касается работы, может, рабочих отношений. Почему я так долго раскладывала. Но тут что-то непонятное мне. Мне как будто бы эта женщина может рассказывать о том, что вы, может быть, осознанно пошли на какие-то жертвы. При этом сейчас вы не имеете желаемого результата. При этом скрываете все, да, скрываете за 7 замками свою как будто личную жизнь. Не пойму я. Почему-то она тут рассказывает кому-то о том, что вы то ли выбрали вы мужчину, того, который несет ответственность за вас, да, но при этом мне как будто бы мудро подчинились чему-то. Такая странная какая-то история. Почему-то она может рассказывать о том, что вот тут сплетни она распространяет о том, что на самом деле вам как будто бы интересен был другой мужчина, и вы то ли как сознательно от него отказались, то ли выбрали какого-то мужчину, который материально, допустим, может вам дать многое, покрыть какие-то ваши расходы, скажем так. И в этом как будто бы ваша мудрость, но при этом такой подтекст, как будто бы сердце-то вы свое сами как будто вырезали. То есть выбрали мужчину, который на самом деле типа вы не любите, да, этого мужчину. Вот как-то так это может звучать. Как будто бы вы сделали осознанный выбор в сторону практичности, прагматичности. Вот такое какое-то. У кого-то карта ведьма, вплоть до того, что даже она говорит, что вы там увлекаетесь эзотерикой, психологией, для того, чтобы, может быть, разобраться в собственных каких-то эмоциях. При этом вот какое-то есть такое ощущение, какая-то мудрость. С одной стороны, она вас считает мудрой, с другой стороны, она считает, что вы при наличии каких-то эмоций могли отказаться от связи с мужчиной, при этом, говорю, выбрав как-то рационально более какой-то то ли материально обеспеченного более мужчину, то ли мужчину, который действительно смог о вас позаботиться. Ну, вот тут что-то такое. Так, при этом эти первые карты, смотрите, они как-то говорят о том, что, ну, это же сплетни о вас, да? Тут будто бы это карта человека, который транжирит деньги, много денег тратит на ветер, как впустую. Ну, не то, что там впустую, ну, тут даже может себе позволить. Вот тут как будто бы вы могли растрачивать много денег, да, тут прям такое, как транжира, ради своих каких-то целей, карта мостик. И при этом вот эту вот вам возможность дает союз с каким-то мужчиной. Вот, ну, девочки, я понимаю, сейчас вы мне напишите, да я там одна, уже много лет там нет у меня рядом никого. Там, или напишите там, что у меня муж не особо там обеспеченный. Но вот эти карты, это же сплетни. Это то, что она распространяет. Говорит о том, что у вас есть возможность или была возможность тратить эти деньги ради своих каких-то там поставленных целей, мечтаний. И эта возможность вам отчасти предоставлялась или предоставляется. Почему? Потому что вы в союзе с кем-то. Как будто бы залог этого союза это где-то возможность ваша вот, тратить вот эти вот какие-то деньги.
При этом сознательно вы сердце свое вырезали, ваша карта. То есть своего рода где-то, может быть, отказались от какой-то типа любви, да, или сексуального какого-то притяжения, выбрав тот союз, в котором вы находитесь. Так, подозрение, мудрость. Подозрение, мудрость. О чем это? Вот эти карты. Тут карта мудрость, змея, крадник, карма. Может рассказывать еще о том, что сколько бы вы там не искали ответы на вопросы, да, как будто бы вы сами сделали свой выбор, и вы несете за него ответственность сейчас. Вот тут как-то так. Мудрость, змея, крадник. Крадник — это, знаете, желание там какого-то человека у вас что-либо украсть, забрать. Тут может быть даже такая ситуация, она может рассказывать это кому-то. Ну, я не знаю, насколько она знает вашу историю, или может она догадывается. Может быть, у кого-то этого и в помине нет, она все это придумывает. Но почему-то ей кажется, что вы осознанно могли где-то сделать выбор в сторону стабильности, прочных каких-то взаимоотношений, тем самым вот как будто бы сами у себя украв, по ее мнению, возможность где-то, ну, быть типа счастливой в личной жизни, да. Вместо этого имеете то, что имеете. А тут карта карма, это как закон бумеранга в данном случае, да. Вот. И эта карта, она метафорическая, это слияние мужского и женского. И тут рождаются, видите, эти самые пресловутые летят бабочки, да, слияние душ, слияние тел. И тут как будто бы вот по вот этим картам сейчас вы можете искать ответы на вопросы. Карта мудрость. Опять-таки попытки докопаться до истины. Но где-то может быть желание вот вернуть вот эту самую легкость, может быть влюбленность, может быть ощущение вот этой наполненности, может быть, не знаю, даже эйфорию какую-то. Но тут история о том, что как будто женщина сама вырезала это сердце. То есть где-то, вот, другими словами, тут можно сказать, что если вы сами не захотели, допустим, с кем-то дальше поддерживать отношения, для себя это перекрыли, да, возможность с кем-то, ну, именно любовную историю дальше развивать, то тут закономерно, если вырезали в это сердце, перекрыли этот канал, то как вы можете сейчас надеяться на то, что у вас будет тут вот прям единение это любовное, этот какой-то экстаз любовный, да, если можно так сказать. Тут как будто бы закономерно все по карте карма. Но почему-то вот тут она так рассказывает. Я не знаю. А для чего она это рассказывает? Карта смерти. Что? Святая вода. Расходы. Смотрите, карты повторяются, те, которые там на нее ложились. Карта крысы, карта совы, там мудрость. Смотрите, у нее сейчас в жизни, у этой женщины, какой-то такой период, где, повторюсь, у нее, если есть по карте медведь, у нее там какой-то то ли покровитель, то ли ее муж, да, и у нее карта жадность, то есть тут как будто бы с больной головы на здоровую идет перекладывание. У нее в жизни может быть сейчас такой период тяжелый, где идет, мы же там тоже видели, что у нее она свое сердце замораживала изначально. Она старалась, может быть, в какой-то брак войти, в какой-то союз с кем-то. Ну, ориентируясь там какими-то своими меркантильными, да, скажем так, помыслами.
Но у нее там крах. У нее сейчас такой период, где то или этого покровительства уже меньше, или его нет совсем. Ну, тут как будто бы... То есть у нее получается провал там и в эмоционально-чувственной сфере, и провал по факту получается сейчас под ней, как бы земля из-под ног уходит, да, у нее там уходит какая-то, как это вам сказать, опора из-под ног. И в материальном плане тоже. Тут такое ощущение, как будто бы она проводит какие-то параллели. 100% может ей так кажется, что и у вас тоже тут. Как будто бы вы тоже, может быть, сделали выбор в сторону материалки, там, стабильности. Вот почему-то она так это анализирует. Так. Сплетни о вас, сплетни о вас. Даже не знаю тут. Она считает вас меркантильной. Отшельник. Защита. Удача. Ну, я не могу сказать, что прямо она вас считает меркантильной. Она скорее считает вас, кстати, мудрой по отшельнику, карта защиты и удача. Женщина считает вас женщиной, на самом деле, которая вовремя даже может где-то отступить, где-то вовремя отстраниться, где-то вовремя даже паузу какую-то выдержать. Может быть, даже вовремя уйти, особо не держаться за какие-либо отношения. Вот такое она вас считает на самом деле. И тем самым как будто бы вы удачу привлекаете к себе. То есть не цепляясь за людей, наоборот, как будто бы вот у нее могут быть проблемы с этим. Она может быть сталкивается там, она сталкивалась с тем, что вокруг нее очень мало людей, которые ее поддерживают искренне. А у вас, при вашем даже, может быть, желании иногда там отстраниться, отойти в сторону, все равно люди, которые к вам искренне поддерживают вас, настроены. Тут как бы вот это вот основное ее там цепляет. Поэтому ей отчасти хотелось бы, может быть, людям рассказать про вас какие-то, знаете, гадости и сказать, что вот да нет, вы ошибаетесь, она на самом деле совсем другая. Вы ее видите в другом свете, как будто бы. Она преследует другие какие-то цели. Где-то даже вот это вот ее желание рассказать про вас какие-то гадости, что, допустим, ваш осознанный выбор мужчины, с которым вы там находитесь или остались с кем, то вы делали из-за чего? Из-за того, что это дает вам возможность где-то, тут вот карты прям, ну, такая, мужчина разбрасывает эти деньги. То есть где-то материально безбедно жить и ни в чем себе не отказывать. Ну, как-то так. Тут такое основное. Так, что еще она о вас может рассказывать? Факторы, мужчина, карта борьба. О вас. О вас еще что? Карта княгиня. Семья. Черная кошка. Ну, может рассказывать про вас, то, что вы, находясь по карте княгиня и семья, транслируя всем свое там прочное положение в социуме, там жена прекрасная, да, по черной кошке у вас очень много тайн, в том числе касающихся каких-то третьих лиц, какого-то мужчины. При этом, даже не знаю, какая-то идет борьба у вас с мужчиной, иллюзии. Это мастер и бесплодно. Может еще рассказывать о том, что сейчас вы с головой ушли по карте мастерствов, там, зарабатывания денег, построения карьеры, но это бесплодно. На самом деле, как будто бы это все призвано всего лишь, ну, обмануть, скажем так, какого-то мужчину.
для того, чтобы этот мужчина как будто бы понял, что он вам безразличен, а на самом деле он вам интересен. Тут что-то такое еще. Но она подозревает вас в каких-то грехах, скажем так. У вас в голове, в сердце сидит какой-то мужчина, которого вы вроде бы вырезали из сердца, но на самом деле он там еще находится, да. И при этом будто бы вы носите маску такую добропорядочной женщины, а на самом деле у вас там очень много, скажем так, скрытого всего. Ну, как-то так. Какие-то сегодня такие странные сплетни о вас. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.